Зачастую мы привыкли считать человека самым опасным животным на планете Земля. Но если отбросить статистику полученных травм, ущерба и смертей, нанесенных человеком другим людям, мы сможем убедиться, что самое смертоносное животное в мире вовсе не человек. Большая часть смертей, вызванных животными, связана не только с самими животными, сколько с болезнями, которые они переносят и передают людям. К вашему вниманию некоторые из животных, которые ответственны за большинство человеческих смертей. 20 место занимают крохи-муравьи, обычно способные убить 20-50 человек в год. И уж точно не стоит их недооценивать, ведь в мире их насчитывается около 12 тысяч видов, 280 из которых огненные, укус которых может вызывать смертельную анафилаксию у людей с аллергической реакцией, которая приводит к летальному исходу. 19 место занимают шершни, достигающие размеров 3,8 см. Смерти от укусов шершней обычно находятся в одной группе с укусами ос и пчел. Но в Китае и Японии нечто по имени гигантский азиатский шершень занимает отдельное место убийцы. Они размером примерно с большой палец человека и обычно атакуют людей в учебных заведениях Японии и Китая. Ежегодно из-за аллергической реакции на укус гибнут от 30 до 50 человек. 18 место стабильно закреплено за семейством кошачьих. Тигры, популяция которых снижается молниеносно, преднамеренно нападают очень редко. Тигры убивают от 40 до 50 человек в год. В основном это происходит в Индии и считается большой проблемой, так как тигры находятся среди быстрорастущего населения, которое препятствует их естественной среде обитания. 17 место занимает представитель, который может и не имеет мозгов, но способен убивать только прикоснувшись. Медузы насчитывают 2000 видов, и 70 из них могут навредить человеку. К примеру, куба-медуза – злобный убийца, который скрывается в тропических морях. Ее яд, вызывающий головные боли, рвоту, учащенное сердцебиение и отек легких, убивает минимум 100 человек в год. 16 место занимают скорпионы, которых можно встретить на всех континентах, кроме Антарктиды. При виде закрученного хвоста скорпиона у человека обычно пропадает дар речи. Технически скорпионы – это паукообразные, с 8 ногами и 2 частями тела, насчитывающие 40 видов. Хотя все скорпионы и опасны, главное остерегаться желтого охотника за смертью. Этот убийца является самым ядовитым скорпионом, забирающим жизни от 10 до 1000 человек ежегодно. На 15 месте расположились пчелы, при виде которых мы обычно настораживаемся и начинаем махать руками. Постарайтесь скорее отойти и дать ей улететь, так как укус пчелы может вызвать аллергическую реакцию, а впоследствии смерть. Ежегодно пчелы убивают около 100 человек. Что примечательно, в 80% случаев погибают именно мужчины. На 14 месте расположились благородные олени. Хоть они и не нападают с особой жестокостью, но все же умудряются убить более 100 человек в автомобильных авариях. Олени особо опасны для водителей в ночное время суток, так как при виде света фар автомобиля фоторецепторы в их сетчатке заставляют их замирать. Если вы вдруг увидели оленя, перебегающего дорогу, не сворачивайте, скорее жмите на тормоз и сигнал. Еще одно животное с прекрасными рогами в виде парика 18 века занимает 13 место, и это африканский капский буйвол. В основном из-за охоты за рогами этих животных люди и погибают. Во время охоты бывает, что ранив одного из представителей, стадо группируется и несется прямо на обидчиков со скоростью 50 км в час. Часто эти нападения заканчиваются плачевно для людей. В среднем это 200 человек ежегодно. Лев занимает 12 место, а львы несут ответственность примерно за 250 ежегодных человеческих смертей. Они проводят 20 часов в сутки во сне. Но если вдруг вы его повстречали, самое худшее, что можно сделать, это попытаться убежать или вовсе потерять сознание. Самое большое оружие этих кошек
это скорость и невероятно острые зубы. Никогда не поворачивайтесь к ним спиной, иначе лев обязательно набросится. Самый крупный представитель, передвигающийся по поверхности Земли, конечно же, это слон и 11 место. Обычно это нежные великаны, которые пытаются полакомиться зелеными листьями и бананами. Как и большинство животных, слоны нападают, когда их провоцируют. Обычно слоны нападают и убивают во время трапезы, а это от 500 человек ежегодно. 10-е почетное место занимают бегемоты, которые помимо большого бочкообразного тела имеют в арсенале большие зубы. Бегемоты – агрессивные территориальные животные. Если им угрожает опасность на суше, они могут с легкостью догнать человека и убить его. А если вдруг вы находитесь в воде, лучше поскорее вам оттуда убраться, так как шансы выжить уменьшаются с каждой секундой. Бегемоты ежегодно убивают более 500 человек. На 9-м месте расположились черви. Нет-нет, вовсе не те, которых мы привыкли встречать в повседневной жизни после дождя. Ленточных червей не так просто заметить. Это маленькие, но сильно опасные паразиты, которые являются одними из самых смертоносных животных в мире. Заразиться ими можно очень просто при контакте с домашними животными или употребляя в пищу сырую или неправильно приготовленную рыбу. Ленточные черви – тихие убийцы, так как симптомы слабо выражены или вовсе отсутствуют. Эти паразиты вызывают нарушение функций органов, судороги, поражение нервной системы и в конце концов смерть. Каждый год они приводят более чем к 700 летальным исходам. 8-е место занимает опасный правнук динозавров – крокодил. Эти рептилии не просто выглядят злобными, а действительно приносят множество травм и смертей, ежегодно убивая более 1000 человек. Из 27 известных нам видов самые опасные всего 7, но и этих уж точно достаточно. Нильский крокодил получает корону как самый опасный, так как он убивает более 300 человек ежегодно. На 7-м месте располагаются еще одни черви. Выглядят они как лапша длиной до 30 сантиметров и носят имя аскариды. Это паразитические черви, вызывающие инфекцию тонкого кишечника. Люди заражаются ими при употреблении сырых продуктов или же попросту немытых рук. Аскариды убивают более 2500 человек в год. Кто бы мог подумать, но на 6-м месте расположилась муха цэци или же цэцэ. Укус этой мухи, мягко говоря, неприятный. Она впивается в кожу и мгновенно переносит заболевание, которое называется сонная болезнь, и продолжает свой путь дальше. Симптомы схожи с простудой. Начинается все с лихорадки и головной боли и продолжается до тех пор, пока инфицированный человек не умирает. Ежегодно эта сонная болезнь убивает около 10 000 человек. Жук-убийца имеет плоское тело с красно-оранжевыми отметками и носит это имя не просто так. Занимая 5-е место в этом списке, жук-убийца во время укуса высасывает кровь человека, взамен передавая болезнь Шагаса, которая вызывает инфекцию и воспаление тканей. Ежегодно от этой болезни погибают 10-12 тысяч человек. На 4-м месте расположилась пресноводная улитка. Смерть от улитки – это вовсе не способ умереть. Они не прикасаются и не нападают на человека, но при этом они переносят шистомоз. Болезнь распространяется при контакте с пресной водой. От 10 до 20 тысяч любителей сырой воды ежегодно погибают от данной болезни. 3-е место занимают наши четырехлапые верные друзья собаки. 25-30 тысяч ежегодно погибают от собак, зараженных бешенством. По данным статистики, собаки являются причиной передачи бешенства в 99% всех случаев. К счастью, у нас есть вакцина, способная предотвратить заболевание, однако большинство смертей все же происходят в сельских районах Азии, Африки или Южной Америки, где вакцина не всегда имеется в наличии. На 2-м месте среди убийц расположились змеи.
По разнящимся данным статистики можно сказать, что ежегодно змеи убивают от 25 до 100 тысяч человек, нападая при этом самыми разными способами. Одни отравляют сильнейшими ядами, другие способны сжать и переломать кости даже взрослому быку, что уж говорить о людях. Лидером в нашем списке является наименьший из всех представителей, но при этом кровожадный и самый опасный убийца комар. К сожалению, комары оставляют после себя не только зудящее место укуса, а и массу сложнейших смертельных заболеваний, таких как малярия, лихорадка Денге, японский энцефалит и желтая лихорадка. Эти насекомые в среднем убивают 830 тысяч человек ежегодно. Будьте осторожны и берегите себя. Спасибо за просмотр и до скорой встречи.